Я не боюсь потерять свою жизнь. Если мне придется спасти коалу или крокодила, или кенгуру, или змею, приятели, я спасу их. Моя работа, моя миссия, причина, по которой меня поместили на эту планету, заключается в спасении дикой природы, и я буду сражаться до смерти за нее. Стивен Роберт Ирвин. Кто бы мог подумать, что эти слова окажутся пророческими. В сегодняшнем видео история знаменитого охотника за крокодилами Стива Ирвина. 22 февраля 1962 года у австралийцев Боба и Лин Ирвин родился единственный сын Стивен Роберт. Впоследствии он прославился на весь мир под сокращенным вариантом своего имени – Стив Ирвин. Позднее семья вместе с 3 детьми, Стивом и его 2 сестрами, перебралась из родного Эссендона, пригорода Мельбурна, Квинсленд. Здесь взрослые занялись достаточно необычным даже по современным меркам ремеслом. 3 июня 1970-го они открыли парк рептилий Бирвы, через десятилетие переименованный в парк рептилий и фауны Квинсленда, а позже и вовсе преобразившийся в зоопарк Австралии. По мере взросления главным помощником родителей становился Стивен, у которого, кажется, напрочь отсутствовало чувство страха. В его обязанности входил обязательный уход, кормление и ловля рептилий. Если верить биографическим данным, то первую ядовитую коричневую змею мальчик поймал еще в 6 лет, а также постоянно опаздывал в школу, потому что не мог пройти мимо оказавшейся на проезжей части ящерицы. Нет сомнений в том, что ребенок пришел в восторг, когда отец подарил ему на один из дней рождения живого 4-метрового питона. Уже в 9 лет Стивен отправлялся с отцом на охоту, мог спокойно выпрыгнуть за борт шлюпки и вытащить голыми руками маленького крокодила. После инцидента со змеей папа сказал, что я обладаю редким даром, и перестал меня опекать. Своего первого крокодила я поймал в 9-летнем возрасте. Порой мне кажется, что мои способности заложены на генетическом уровне. Я могу проделывать с животными такие вещи, которые никто не повторит, рассказывал Ирвин в интервью. Несмотря на отсутствие специального образования, Стив оттачивал свое мастерство в охоте на рептилий. В начале 80-х молодой человек отправился на довольно продолжительное время в отдаленные районы северного Квинсленда. Здесь он жил и работал над уникальными методами поимки крокодилов. По возвращении парень продолжал вкладывать силы в улучшение только что переименованного родительского парка. В 1991 в жизни Стивена произошли перемены. Во-первых, ввиду возраста родители оставили собственный бизнес и передали его в надежные руки бесстрашного наследника. Во-вторых, случилось судьбоносное знакомство с будущей женой. В-третьих, натуралист решился на съемки документальных фильмов о дикой природе. В итоге видеоролики стали основой телевизионной передачи «Охотник на крокодилов», транслируемой на Animal Planet и полюбившейся во всем мире. 4 июня 1992 года состоялась свадьба Стива Ирвина и Терри Рейнс. В браке родились 2 детей – дочка Бинди Сью Ирвин и сын Роберт Кларенс Ирвин. Благодаря деятельности Стива появились фонды защиты животных и охраны природы. За собственный вклад в науку Ирвин получил множество наград, в том числе именную звезду на Голливудской аллее славы, став первым защитником природы, удостоившимся такого признания и чести. Наряду с этим и критики было предостаточно. Ведущему нередко приходилось выслушивать обвинения, в частности в жестоком обращении с животными и детьми. Вот одно из опубликованных обвинений. Австралийский охотник на крокодилов Стив Ирвин оказался в центре грандиозного скандала. На новогоднем представлении в зоопарке Квинсленда Ирвин решил показать, что его сын Боб, которому исполнился месяц, такой же храбрый, как и его папа. Стараниями Ирвина-старшего младенец несколько раз оказывался всего лишь в метре от огромного аллигатора. После представления городская полиция была засыпана жалобами от возмущенных горожан, которые требовали призвать охотника на крокодилов к ответственности за жестокое обращение с детьми. 4 сентября 2006 года телеведущий пребывал на Коралловом рифе у порт Дугласа, добывая очередные кадры для документальной ленты «Смертельный океан»,
в сотрудничестве с Филиппом Кусто-младшим. Неблагоприятные погодные условия вызвали вынужденный перерыв в работе. И чтобы не терять времени даром, Ирвин решил плавать с маской и дыхательной трубкой на мелководье и снять полезный материал для телесериала «Дочери». На глаза Ирвину попался скат-хвостокол. В какой-то момент рыба нанесла Стиву многочисленные удары хвостом. В результате опасный для жизни человека шип рыбы оказался в теле естествоиспытателя, пронзив легкое и сердце. Свидетели происшествия говорят, что Ирвин избавился от инородного предмета, а они поспешили на помощь. Положили коллегу, находившегося без сознания, в надувную лодку, но до опорного судна не довезли. Мужчина скончался во время транспортировки. Несмотря на то, что тело водного жителя покрыто ядовитой слизью, медики и исследователи сделали вывод, что причиной смерти знаменитости стал именно удар шипа. В 2017 году доктор Гейб Миркин из США, обратившись к этой истории, выдвинул предположение, что звезда охотника на крокодилов не погиб бы, если бы не вытащил жало. На сайтах медицинской или околомедицинской тематики я нашла информацию о том, что скаты и хвостоколы довольно миролюбивые животные и нападают только в случае необходимости защищаться. Летальный исход в случае нападения ската-хвостокола наступает только при ранении в область груди или живота, что и произошло со Стивом. Подводный оператор Стива, Джастин Лайнс, выдвинул версию о том, что скат принял тень Стива за тигровую акулу и поэтому напал на него. Вот что Лайнс говорит о последних минутах жизни Стива Ирвина. «Мы говорили Стиву: подумай о своих детях, Стив, держись, держись». А он просто спокойно посмотрел на меня и сказал: «Я умираю». Правительство штата, где жил натуралист, предложило вдове в знак уважения и почитания устроить похороны на государственном уровне, но семья отказалась, ссылаясь на то, что Стивен предпочел бы, чтобы его запомнили обычным парнем. Могила телеведущего расположена в зоопарке Австралии, доступ к ней запрещен. При жизни Стив Ирвин активно выступал за защиту дикой природы и бережное отношение к животным. После того, как новость о гибели Стива Ирвина попала в СМИ, по всему австралийскому побережью прокатилась волна убийств и без того редких скатов-хвостоколов. Уверена, что Стивен Роберт Ирвин, так любивший животных и всю жизнь защищавший их, этого бы не хотел.